Вас приветствует канал Креативная Ковка. Тема данного видео – изготовление стопки методом дифовки, или же другими словами – выкладки. Материалом будет служить небольшой лист меди толщиной 1,2. Медь лучше всего себя зарекомендовала в выкладке и чеканке, благодаря своей пластичности и простоте отжига. Впрочем, тут подходит практически любой цветной металл. Итак, размечаем на пластинке окружность и отрезаем. Края обрабатываем со шлифовой оплой из заусенца. Края должны быть идеально обработаны, дабы избежать разрыва при работе. Далее отжигаем нашу заготовку. Ждем, когда наш лист станет красного малинового цвета. Рекомендуется делать это в неярком освещении, чтобы контролировать процесс нагрева. Также не стоит перегревать. Из-за этого металл сгорает и становится тоньше. И можно даже испортить заготовки. Когда лист нагрелся, быстро достаем его и окунаем в емкость с водой. Так мы отожгли нашу заготовку, сделав ее пластичной. Далее отмечаем центр и от него окружность. Это и будет наше донышко. Следующий этап работы – это набивка гофры. На специальной оправке пробиваем от центра. Получается нечто похожее на форму для кекса. Отдельно хотелось бы сказать по поводу инструмента. Шпирак, молотки, чеканы и другой инструмент при работе с цветным металлом должен быть заполирован и не иметь острых краев и забоин. Также исключено попадание стальной фракции на заготовку или инструмент. Если стальной абразив будет вбиваться в нашу заготовку, то в этом месте может произойти разрыв. Итак, работать будем мы на этом шпираке, а в качестве молотка вот такой вот расходник. Так называется боек с узким основанием. Для вытягивания металла в двух направлениях. Плоский боек, квадратный или круглый, тянет металл во всех направлениях. Прикладываем нашу заготовку размеченным дном к шпираку и начинаем ударами молотка сгонять гофру. Видим, что металл тянется от донышка к краям в одном направлении. Сильно бить не стоит. Также желательно проходиться ударами по всей поверхности заготовки. Также нужно следить, чтобы не произошел нахлёст металла в гофре. Обстучав нашу заготовку, мы видим, что металл нагартовался, то есть стал жестким и непластичным. Это значит, что пора снова отжечь его. Далее проделываем еще несколько этапов, пока форма нашей заготовки не приобретает желаемого результата.
Следуя эскизу, изготовим оправку для придания стопке нужной формы. Прикладываем шаблон, размечаем, отрезаем лишнее и вышлифовываем нашу заготовку. Стоит отметить, что в сечении рабочая поверхность должна быть примерно такого же радиуса, что и наша стопка. Края оправки должны быть заглажены, чтобы не царапать изделие. Зажимаем нашу оправку и начинаем обстукивать заготовку тем же методом, что и на шпираке. Гофру тут можно не набивать. Также периодически отжигаем. В последнем этапе края оставляем отожженными, не проходясь по ним молотком. Наша форма готова. Следующим этапом мы равняем наше донышко, проверяем на плоскости с наждачной бумагой и выявляем места, которые нужно подбить. Молотком с плоским бойком подрихтовываем плоскость. Как видим, стопка уже не шатается и ровно стоит на плоскости. Заключительный этап – это создание валика на кромке стопки. Размечаем высоту края, убираем лишнее, чтобы высота кромки везде была одинаковой. Обрабатываем края шкуркой и надфилем. Далее плоскогубцами равномерно загибаем край. После легкими ударами равняем. Затем ударами сверху закручиваем валик, и когда угол станет острым, доводим его на шпираке. Далее чеканом выравниваем его на плоскости. Валик практически готов. Осталось пройтись по нему и по внутренней стенке наждачкой и отполировать. Таким способом, который мы показали в этом видео, можно изготовить, например, турку для кофе. Изнутри ее можно посеребрить гальваническим способом. Также можно добиться практически любой формы изделия и сделать разнообразную фактуру. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии и ставьте лайки.